Well, good afternoon, and I'm so very happy to be with you for these couple of days. Добрый день. Очень рад быть с вами эти несколько следующих дней. As Coach mentioned, I and my wife have been involved in ministry and missions for 38 years. Как и сказал Костя, я нахожусь в служении столько, сколько мне лет, 38. And during that time, I have been an elder or a pastor at 4 different churches. За это время я успел быть пастором или старейшиной в 4 различных церквях. And we had the real privilege of starting a church in Auckland, New Zealand that just celebrated its 20-year anniversary. И это было честью для нас 20 лет назад начать основать церковь в городе Окленд в Новой Зеландии. И, собственно говоря, вот недавно 20-летний юбилей и праздновался. Those things are very holy. Those things, churches. Церкви, то сами процессы, когда церковь начинается, и церковь сама по себе, это нечто очень святое. And I believe that the work you all are doing is very holy. Я думаю, что то, во что вы также вовлечены, это очень святое дело. So, I consider it a great privilege to lead our study of God's Word over the next couple of days. Посему для меня это на самом деле большая привилегия. Посему это для меня на самом деле большая привилегия находиться здесь и служить вам. We're going to study a small book from the Old Testament that is probably a pretty uncommon book. Many of us don't spend much time there. Изучать мы с вами на этой неделе будем книгу, которая, наверное, не является самой популярной книгой Ветхого Завета, и немногие из вас часто проводят в ней время. It's a little book called Hagai. Это маленькая книга пророка Аггея. It has become one of my favorite little stories from the Old Testament. Но позвольте мне сказать, что именно эта книга стала одной из моих самых любимых таких маленьких историй из Библии. And God gives us a reason why it is always valuable to open up and to study this book. И Бог открыл мне, я надеюсь, откроет нам сегодня на этой неделе, почему важно и ценно открывать, читать и изучать именно такие маленькие книги. In Romans 15, chapter 4, В Римлянам 15 в Римлянам 15 главе 4 стихе God says this to us. Бог обращается к нам и говорит: Whatever was written in earlier times все, что было написано ранее, was written for our instruction. было написано для нашего с вами наставления. That through the perseverance and the encouragement of the Word, Чтобы через настойчивость и ободрение слова we might have hope. мы имели надежду. That's why it's valuable when we study God's Word. Поэтому это очень важно. He Знать, gave it to us понимать, for- когда мы изучаем Слово Божье. Он дал нам его для He gave it to us for our instruction, нашего наставления, when we persevere through it, когда мы настойчиво проходим, когда мы проходим какие-то сложности, what we find is encouragement and hope. и то, что мы в нем находим, это ободрение и надежда. And so it's with great privilege that we will study together this little book of Hagai, written many, many, many years ago. Поэтому снова хочется сказать, что это для меня на самом деле большая привилегия изучать с вами на этой неделе книгу пророка Аггея, которая была написана для нас много-много-много лет назад. Now, because Haggai is probably a little bit unfamiliar to us, I think it would be worth spending a little time to explain the context of his message. Ну, нельзя сказать, что каждый из нас даст руку на отсечение и легко объяснит исторический контекст книги пророка Аггея. Наверное, не часто мы изучали и встречались с этим, поэтому я думаю, было бы правильно, если мы вам дали небольшой такой контекст того происходящего, о чем, собственно говоря, пишется.
When it comes to the Old Testament, from the books of Genesis to Esther, Начиная с Ветхого Завета, от Бытия и до книги Эсфирь, they're pretty much in chronological order. по сути, все эти книги Бытие до Эсфирь находятся в хронологическом порядке. When you go to Job to Malachi, Начиная же с Иова и до Малахии, those things are messages that fit historically back into the first section of the Old Testament. эти книги исторически попадают в тот же контекст, что и первые книги. То есть они вливаются в Бытие Эсфирь. So as we look at Hagai, that's in this latter part of the Old Testament, Поэтому, когда мы будем смотреть на книгу пророка Аггея, которая находится в последних книгах Ветхого Завета, it's helpful to know where it fits in the first half. очень важно понимать, в какую историческую часть из первой части Ветхого Завета хронологически она попадает. Now you'll know that the nation Judah was, as part of God's judgment for their unbelief, were in captivity in Babylon for 70 years. Наверное, вы знаете, что Иуда, народ иудейский, за их непослушание находился порядка 70 лет в рабстве в Вавилоне. And after 70 years, God raised up King Cyrus and Persia to defeat Babylon and to free the Judah nation. Через 70 лет после пленения Бог поднял царя сирийского Кира, который победил Вавилон, и в конечном итоге иудеи получили свою свободу. And so now the nation of Judah is free to return to Jerusalem after these 70 years of being И slaves. вот в конечном итоге, после 70 лет рабства, Иуда, народ иудейский, свободен, и он может вернуться обратно к себе домой, в Иерусалим. The first group that goes back is led by Zerubbabel, who's the governor of Judah, and Joshua, who's the high priest. Они не все сразу вернулись, но возвращались группами. И вот первая группа, которая возвращалась обратно в Иудею, это была группа, ведомая Зоробабелем, губернатором, правителем, и Иисусом, который был первосвященником на тот момент. And God gave this first group going back to Jerusalem a very specific mission: rebuild the temple. И вот этой первой группе, которая решила вернуться домой, Бог дал очень четкие указания. Вы находитесь на задании, у вас есть миссия, не просто так вы возвращаетесь. Ваша задача построить храм. The second group that came back was led by Ezra, and their mission was to return the people to worship. Вторая группа, которая возвращалась позже них, она была ведома Есдрой. У них была другая миссия, другая цель. Их цель заключалась в том, чтобы восстановить поклонение. And the third return was led by Nehemiah, and their mission was to rebuild the walls. Третья группа, которая в конечном итоге вернулась в Иерусалим, была ведома Неемией, и их цель была, как вы помните, построить стену вокруг города. The message of Hagai is speaking to that first group of people that returned to Jerusalem. Книга пророка Аггея обращается к первой группе людей, которая вернулась в Иерусалим для того, чтобы построить храм. And the mission they had been given was to rebuild the temple. Это и было их миссией. Они возвращались по одной единственной причине – выстроить заново храм. Now, the historical background, therefore, of Hagai is the first 6 chapters of Ezra. Поэтому исторический контекст времени, когда была написана книга пророка Аггея, это первые 6 глав Ездры. Вот в это время все происходит. And so I want you to turn to Ezra chapter 3, because I want you to see some things before we get to Hagai. Посему, прежде чем мы коснемся пророка Аггея, я бы хотел, чтобы мы все вместе дружно прочитали Ездру, 3 главу, для того, чтобы лучше понять, где мы с вами находимся. Ezra chapter 3. Ездра, 3 глава. And I would like for someone to read verses 10 and 11. Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь 10 и 11 стих. Ездра, 3 глава, 10-11. Вслух, с чувством, с тактом, с расстановкой. Румыны, русы, чечены, солдаты. Все, чего нужно.
Ezra 3. Сечи ужин. И сказал мне Сын Человеческий, все слова мои, которые будут говорить тебе. Ездра, капитул 3, сече успресече. Давайте я. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Исафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израиля. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня. In the second year of their return, the people began to work on the mission that God gave them. Во второй год, на второй год после того, как они вернулись в Иерусалим, они стали работать над той миссией, тем заданием, которое им дал Бог. And in the beginning, they were making progress. И вначале был классный прогресс. And it was an exciting time. Очень такое воодушевляющее время было. The foundation was laid. Основание, фундамент уже поставили. They were doing what God had called them to do. Они занимались тем, для чего, собственно говоря, Бог их и призвал обратно в Иерусалим. But then something happened. Но посередине всего происходит нечто особенное. Can I have someone read chapter 4, verse 4 and 5? Ездра, 4 глава, стих 4-5. Прочитайте, пожалуйста, кто-нибудь вслух. Еще раз, 4. Ездра, 4-5. «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении, и подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятия их во все дни Кира царя Персидского и до царствования Дария царя Персидского». So there are some people in the land who don't like what they're doing. Что мы видим? Есть люди там, соседи, да, которым не особо нравится, чем занимается народ иудейский. Да? And they create opposition И against them, они поднимают сопротивление, да, trying to make оппозицию, them stop. пытаясь заставить их остановиться. If someone would read verse 24 of chapter 4. Прочитайте, пожалуйста, кто-нибудь 24 стих с 4 главы. Когда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до 2-го года царствования Дария, царя Персидского. The opposition was so significant and the people were so intimidated that they stopped the work. Оппозиция, сопротивление было настолько большим, и народ настолько убоялся того, что происходило, что в конечном итоге работа по строительству храма остановилась. The work, the mission that God had called them to, they stopped. Миссия, работа, задание, к которому Бог их призвал, было поставлено на паузу. Now we have some helpful things in verse 24 that give us an idea of the time frame that's going on here. А у нас есть очень классные индикаторы того здесь в 24 стихе, который нам указывает на время, когда это все дело происходило. We know that this was in the second year of their return. Мы знаем, что это было во второй год того, когда они вернулись. And it says at that time the work stopped until the second year of the reign of Darius, king of Persia. И написано, что с того второго года, как они вернулись, работа остановилась до 2-го года правления Дария, царя Персидского. То есть нам даже указан срок, сколько все это дело было в паузе. The amount of time that passed between when they stopped and the second year of King Darius. И время, пауза, которая наступила, начиная с того 2-го года, когда они пришли, и заканчивая 2-м годом правления царя Дария, was 15 years. 15 лет. 15 years. 15 лет остановились. God had called them out of Babylon, freed them out of slavery, and given them a mission to rebuild the temple. Бог избавил их от рабства вавилонского, привел их обратно в Иерусалим для того, чтобы у них была конкретная миссия построить храм. Some opposition came and they stopped. Пришло какое-то сопротивление, противники, и они остановились. For 15 years. На 15 лет.
Now, just to give you the historical context, Hagai, Немного исторического контекста. Пророк Аггей. the message of Hagai Послание пророка Аггея fits right here between Ezra 4:24 and 5:1. Послание Аггея, оно попадает как раз вот в этот промежуток времени между 4 главой 24 стихом и 1 стихом 5 главы. Вот как раз сюда, между этими двумя стихами, и попадает послание Аггея. So now, turn to Hagai. А вот теперь открываем пророка Аггея. And you can either look at your table of contents, Для того, чтобы понять, где находится пророк Аггей, вы можете открыть оглавление в самом начале Библии. you can go to Matthew and go back 3 Или books. вы можете открыть Евангелие от Матфея и прокрутить назад 3 книги. Кому как удобно. Или покликать пальцами на телефон. Третий вариант. Профессор у нас древний, он пользуется другой книгой. Everybody find it? Все нашли Аггея? It's only 2 chapters. 2 главы, правда? Great story. Супер история. Can I have someone read the first 2 verses? Haggai chapter 1, Могу ли я verse 1 and попросить 2. кого-то из вас прочитать первые 2 стиха 1 главы? Во второй год царя Дария, в 6-й месяц, в первый день месяца было слово Господне через Аггея, пророка, к Зарававелю, сыну Салафиилову, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерию. Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не прошло еще время, не время строить дом Господень. Now, along the way, we're going to see these little date markers. They're really important. По ходу нашего изучения мы будем наблюдать с вами эти временные маркеры, временные отметочки, как я их называю. So in verse 1 it says, this is the first day of the 6th month. В первом стихе написано, что 1 июня у нас, да, первый день 6-го месяца. Вот это первая временная отметочка, 1 июня. We're going to see these little date statements along the book of Haggai, and it's going to help us know how much time has passed in the story. Вот изучая Аггея, мы будем видеть эти временные отметочки, и это будет нам очень серьезно помогать, потому что понимаете, сколько же времени прошло между событиями. Итак, 1 июня. Now to start with, День защиты детей. is there anything you see so far that gives you an indication whether God is happy or not happy with the people? Вы помните, где мы остановились, да, сколько лет прошло, чего как. И вот я бы хотел вас спросить, есть ли какое-то, как вы считаете, наблюдение с нашей стороны на тему того, вот как мы считаем, вот Бог, Он вообще как бы доволен его людьми вот из этих 2 стихов? Или, может быть, недоволен людьми из этих 2 стихов? Вот какое настроение у Бога вот в новом историческом контексте, где мы находимся, и хронологическом? Anything you see in verse 1 and 2? В 1 и 2 стихе, что показывает вот, ну, как бы чуть настроение, отношение Бога к его народу. He's not happy. А что указывает на это? Народ сей. These people. Good observation. Очень хорошее замечание. Народ сей. Да? Very good observation. Очень хорошее He замечание. doesn't say my people. Вы уже сдали экзамен. Он не говорит, ну не очень хорошо сдали, но сдали. Он не говорит мои люди, мой народ. Okay, you guys are parents. Maybe you have this Многие из нас thing that happens. родители, да, поэтому мы можем очень хорошо себя отнести с этим, да? I have 2 sons and 1 daughter. У меня 2 сына и дочь, правильно, Костя, 3 детей. And when one of those boys does something really, really И good, когда один из мальчиков делает что-то очень хорошее такое, that's my boy. я всегда говорю, мой сын, это That's my boy. that мой did that. сынок, хорош мой сынок. And when one of those boys do something that's not very good, А когда один из этих же мальчиков делает что-то не очень хорошее, I tell Mary, я говорю своей жене, you need to go take care of your boy. иди реши вопросы со своими детьми. Там. At that moment, that's not my boy, that's В your этот boy. момент это не мои мальчики, это твои дети, иди сама с ними разбирайся. Right? There's a distance I'm creating Такое between him впечатление, and что когда не очень хорошо, я пытаюсь так создать такое, это твои дети, ты воспитал, ты иди разбирайся. Да? То есть я создаю такое, не хочу я быть частью этого дела. Да? So we know immediately that God is not pleased.
сразу мы понимаем, что есть что-то, что Богу там не нравится уже сходу. It's not my people, it's Это this people. мои люди, это вот эти люди, этот народ. Now, it also says that this people says the time has not come yet to rebuild the temple. Также эти люди говорят, утверждают, что не пришло еще время строить храм. So the justification that they were using as to why they stopped working, Поэтому оправдание, которое они использовали тогда, когда они перестали работать, тогда, раньше, да? maybe it's just not God's timing. Может просто, что остановились? Может не время, может неправильное время, может не Божье время. And whether they were waiting for better economic times, Я не знаю, чего они ждали. Может, наступление более лучшего экономического времени. maybe they were waiting for the opposition to die down. Может быть, они ждали, пока вымрет вся оппозиция, да, сопротивление. Or maybe they just lost interest. А может, просто интереса не потеряли, мы не знаем. Whatever the reason, Какая бы ни была причина, because it was so hard, несмотря на то, какая бы ни была причина, было настолько тяжело, and because they were facing opposition, they decided the timing's not right. и потому что они встречали вот это сопротивление, оппозицию, они посчитали, что время нехорошее, не сейчас. Along the way, as we study today and tomorrow, По ходу, когда мы будем с вами изучать книгу пророка Аггея сегодня, завтра, I would like to present to you some what I would call life principles that I take from these chapters. я бы хотел представить вашему вниманию так называемые некоторые жизненные принципы, которые я для себя отметил, изучая вот эти две главы пророка Аггея. There are ways that God has spoken to me from these chapters that I just want to pass along to you. Это то, каким образом Бог обращался лично ко мне. И я просто хочу поделиться с вами теми уроками, что я увидел, изучая эти отрывки. And you might come up with your own. That's great. И великолепно, возможно, вы придете, также вы выявите какие-то уроки для себя. Супер, замечательно. And you don't have to write them down because I've already provided them for you on the piece of paper that's at your Эти table. жизненные принципы, как я их назвал, вам не нужно их конспектировать. Вы можете, конечно, но вам не нужно, потому что мы приготовили для вас такие небольшие конспекты, и названия этих принципов, некоторые мысли уже будут там высказаны. But here's life principle number 1 from Hagai, the first couple. Начинаем мы всегда сначала, поэтому жизненный принцип номер 1, который я увидел в книге пророка Аггея. Don't assume that it's not God's timing just because something is hard. Не допускайте мысли, не предполагайте, что это сейчас и здесь не является Божьим временем для исполнения того или иного, если просто у вас сейчас, если просто тяжело. Just because I'm encountering opposition does not mean I need to stop fulfilling God's mission and wait for a better time. Просто потому, что тяжелое время, это не означает, что мне нужно остановиться, делать то, что Бог предложил мне делать, его задание, да, и ждать другого, лучшего времени. Because I think you know this. Потому что, я думаю, вы знаете, In the early church, persecution and opposition was normal. в ранней церкви, например, сопротивление и гонение, это было чем-то абсолютно нормальным. To be involved in God's work and the mission He's called us to, there's always going to be opposition and there's always going to be persecution. Люди, которые вовлечены в служение, всегда будут ощущать на себе сопротивление, оппозицию и гонение. That's not the exception, it's the norm. Это не исключение, это норма. Так было, есть и будет есть. Jesus said, they will hate you because they hate me. Иисус сказал, они будут ненавидеть вас, потому что они ненавидели меня. Peter said, don't be surprised Петр, не удивляйтесь, говорит, when these trials come upon you. когда сложности, препятствия, эти проблемы навалятся на вас. There's a spiritual battle going on, and you're right in the middle of it. Духовная борьба идет, и вы посередине этого всего находитесь. I had a very interesting conversation with my son right before Christmas. Знаете, перед Рождеством этого года у меня был
очень интересный разговор с одним из своих сыновей. One of the things that I do in my own personal Bible study time Одно из вещей, которые я делаю в своем личном изучении Библии, времени с Богом, one of the things I do is I write scripture. Just write it out. я от руки записываю какие-то отрывки Писания, переписываю. I got the idea from 1 Kings chapter 17. И идея эта у меня посетила, когда я прочитал Первое царство, если не ошибаюсь, 17 глава. And the instruction Третье there царство, извините. is whenever there is a new king that sits on the throne of Israel, И суть того послания, каждый раз, когда восставал, появлялся новый царь, который становился царем израильским, the very first task that king is given by God первое задание, которое давалось этому царю Богом, is to write out the whole law. он должен был сам собственноручно переписать все Пятикнижие Моисеева, весь закон. Not the Ten Commandments. Не 10 заповедей переписать, Genesis to Deuteronomy. а первое Бытия, последнее Второзаконие. And he is to write out his own copy of the law under the supervision of the scribes. Он должен был сам собственноручно переписать весь закон, естественно, под четким руководством истцов, которые были там, переписчиков, да? Probably to make sure he gets it right. Ну, наверное, для того, чтобы они проконтролировали, что он правильно And then всё he is to переписывает. Но зачем? keep that word with him and to observe it all the days Это of his reign. слово всегда, закон был рядом с ним, чтобы он изучал, и его сердце было привязано So к закону Божьему. I kind of was challenged by that thought, and so occasionally I just write scripture. Такая интересная мысль я подчеркнул из того отрывка тогда, много лет назад. И вот с тех пор я время от времени переписываю определенные главы, определенные отрывки из Библии. My oldest son knows that I do this, and we talk about it from time to time. Мой старший сын, зная об этом, знал это, и вот время от времени мы с ним иногда общаемся на эту тему. And at the beginning of last year, he came to me and said, Dad, I'm going to write out the New Testament this В year. начале прошлого года, то есть 15-го, он пришел ко мне и говорит: папа, ты знаешь, я решил переписать от руки, сам, ни много ни мало, весь Новый Завет. I was impressed. Я вот так пришел, весь Новый Завет. Удивили меня, сынок, конечно. I had done that. Я сам этого не делал, как бы, не перевел весь Новый Завет. So about the end of November, this last November, he finished. Вот в конце ноября 15 года, 10 месяцев, он закончил. And I asked him this question. И я спросил его: сынок, спросил я, Tell me what your impression is about the theme of the New Testament. скажи мне, пожалуйста, сынок, вот как ты считаешь, вот какова, вот ты переписал весь Новый Завет, вот как ты скажешь, вот какова основная тема, вот если Новый Завет, основная тема, вот что бы ты сказал, как бы ты описал? I had no idea what he was going to say, but I was interested. Я понятия не имел, как он ответит, но мне было интересно, человек переписал весь Новый Завет, слово за словом, вот ты мне скажи, как ты считаешь? He said one word. Он ответил мне одним словом. Anybody want to guess? Кто-то хочет угадать? Любовь. Love, Jesus, Иисус всегда правильно ответил. Jesus is always a good answer. Спасибо, господин профессор, со мной согласен. That's No. exactly what I said. No. Нет! В смысле, да! Всегда правильно. Нет, он не сказал. Any other guesses? Ну да. Еще пару мыслей. Grace. Salvation. Из чего? Redemption. Okay, obviously. Еще раз. We cannot guess your son's guesses. Obviously, all of these are great themes of the New Testament. Естественно, все, что вы сказали, это очень хорошие темы для Нового Домашний Завета. рецепт. Oh, that's fine. Two home churches. Yes. Папа, ты был Я прав. молчу. Я тоже знаю. Here was the word he said. Папа, ты Вот что он сказал. Папа, Perseverance. настойчивость. Да. And I was not expecting to hear that word. И я
как-то не ожидал услышать такой ответ. But then as I thought back, as you go through every book, perseverance, Знаете, когда я- perseverance, 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 perseverance. Когда я возвращаюсь, наверное, к каждой книге Нового Завета, я начал понимать больше его вывод. Настойчивость, да, продолжать делать то, что ты делал. Настойчивость, продолжение. Да? The fact that something is difficult may simply reflect the intensity of the spiritual battle. Вы знаете, тот факт, что тяжело, оно может наоборот подчеркнуть интенсивность, да, сложность борьбы. It does not mean the timing's not right. Но абсолютно оно не подчеркивает то, что время не то, неправильное. It just Сложность, means но не то we время. need to persevere. Просто нам нужно настойчиво, то есть нам нужно двигаться вперед, терпеть, с настойчивостью двигаться вперед. In Hagai, the people had concluded that because it was hard, because it was discouraging, because there was opposition, oh, the timing's not right. То, что мы читаем в Аггее, потому что было сопротивление, потому что было не то время, потому что было сложности, ну, наверное, не то время, наверное, надо дать паузу. Well, as you might guess, that's not God's opinion. Ну, как вы уже, наверное, поняли, это не было мнением Бога. So can I have somebody read verse 3 and 4? Могу ли я попросить кого-то из вас прочитать 3 и 4 стих? И было слово Господне через Аггея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. 3-4, да? Okay. So, what do we now know was going on for 15 Что мы years? узнаем интересного из того, что происходило на протяжении этих 15 таки лет? Тяжело. Чем-то они там занимались. Стройка не шла, да? Трудно было. Что это испуст? Тяжелые годы. Difficult years. Yeah. Okay. During these 15 difficult years. And what were they doing during these 15 Чем years? они занимались 15 лет? Поднимали. Строились Я building their own но homes. другой. Для себя. Same construction, but different Важно. type of construction. Same construction business, but different type. Yeah. Building towers. Okay, so now we get a little bigger picture of what was Теперь у happening. нас чуть картина проясняется, чуть больше, да, того, что на самом деле происходило. Some opposition came, they got afraid and stopped working. Итак, пришло сопротивление, противление, стало тяжело, и они перестали работать. So they decide, well, let's go work on our own houses. Поэтому они решили, ну, пока есть сопротивление, давай займемся своими домами. And they spent 15 years working on their own houses. И ни много ни мало, 15 лет они строили свои дома. What had they been called by God to do? Давайте еще раз вспомним, к чему Бог их призвал в контексте возвращения в Иерусалим? Троечка. Build the Build temple. the temple. Но он не запрещал им строить и свои дома. But he did not say you're not allowed to build your houses. Но они забыли про Божий план. He forgot about his initial plan, right? Yeah. And we're going to see more about that in just a minute. Да, и через минуточку мы чуть больше узнаем об этом. You see, this is the very natural thing that happens anytime we lose sight of God's mission. Каждый раз, когда мы теряем фокус над тем заданием, над той миссией, которую дает нам Бог глобально, When I get my eyes off the mission that God has called me to, then I naturally start to think about my own interests and what I want to do. если мы естественным образом отворачиваем наш взор от того задания, от той миссии, которую дал нам Бог, мы естественным образом начинаем смотреть на то, что мы бы хотели сделать, на что-то другое, чем заменить эту миссию. It's very natural. Это естественный процесс. It's very much human nature. Это человеческая природа, так мы работаем. You see, the rebuilding of the temple was supposed to signify that God and His people are back. Понимаете, суть начала строительства храма в городе Иерусалиме означало для всех и народов вокруг, что Бог
вернулся в эту землю. Это большое знамение для всех должно было быть. And that temple was supposed to signify the glory and the majesty and the celebration of God to the nations. И строительство храма должно было означать для всех живущих вокруг народов славу, величие и празднование вот этого Бога. And they lost sight of that purpose. А мне кажется, они потеряли суть вот They этой lost цели. sight of the holiness of the mission. Они потеряли суть святости того задания, той миссии, которой они были призваны. And instead they just spent time И вместо этого они просто on their own стали things, проводить время, занимаясь какими-то своими, может быть, даже хорошими вещами, their own interests. своими интересами личными. Life principle number 2 that I would propose to you Принцип жизненный, номер 2, который я бы хотел предложить вашему вниманию, следующий. We need to examine our hearts regularly. Нам регулярно нужно исследовать свои сердца, To see, is there anything that is distracting me from what God's чтобы called me to do? посмотреть, заметить, есть ли что-либо в нашей жизни, что отвлекает меня от того Божьего плана, Божьей миссии, Божьего задания и цели. Because I know it's my human tendency to lose sight of God's mission and then to be more consumed with my own interests. Потому что я знаю, что это естественный процесс, естественная природа человеческая, терять фокус на Божьего призвания и фокусироваться на том, что важно, нужно для меня здесь и сейчас. Now God is about to explain to them what's been happening that they haven't even realized what's been happening. Бог очень скоро объяснит им, что произошло, для того, чтобы они осознали, в чем, собственно говоря, суть вопроса. Can I have somebody read verses 5 through 11? Могу ли я попросить кого-то из вас прочитать стихи с 5 по 11? Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, собираете мало, и едите, но не всытесь, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерево, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Thank you. In verse 5, in my English translation, it says, consider your ways. В 5 стихе, в этом переводе, который у меня есть, на английском языке, написано следующее. And I'm interested in what some of your translations say. Verse 5, right? Consider your ways. It's in the Yeah. beginning. Yeah, thank you. So I'm curious what, like you said something there. Да, обратите сердце ваше на пути ваши, да? What did you say? What's your Ты что translation? сказал, как у тебя написано? То же самое. То же самое. The same. În română scrie, uitați-vă cu atenție На căile la căile voastre. voastre. Observe carefully. Okay, observe carefully. Okay. Romanian, Okay. your ways. Observe carefully. Anybody else have anything? Еще кто-нибудь, как написано у вас? Исследуйте вот это, обратите. Uitați-vă, it's like looking, look careful at your ways. Okay, look carefully at your ways. Look with Okay. attention. Okay. Подумайте, что происходит в современном написано. Как? Подумайте, что происходит. Think about what's happening. Okay, good. Priviți cu atenție la ce vi se întâmplă. Look careful. Okay. What's Yeah. going on. Уitați.
Yeah, all of those. It's the idea of wake up and look around you. Все, в принципе, переводы показывают следующую идею. Так, проснитесь, посмотрите вокруг, оглянитесь вообще. Pay attention, see what's going on. Обратите внимание, что происходит вокруг вас. And so he says, И он говорит, do you not see that you go out to plant, but your harvest is very disappointing? разве вы не видите, что вы раз за разом, год за годом сеете, но урожай постоянно вас разочаровывает? And don't you know that you never seem to have enough to eat or drink? Разве вы не замечаете, что вам постоянно не хватает что есть или пить? And you have clothes, but those clothes don't keep you warm? И одежда, которая у вас есть, она вас не греет. You go to work, but you never have enough money? Вы работаете, но денег постоянно не хватает. You work hard, but you have very little fruit to show for it? Вы очень много работаете, но мало получаете результата. Consider your ways. Оглянитесь, посмотрите вокруг. Or wake up. Или просыпайтесь, алло! Your disobedience, Ваше непослушание, your disobedience to the call has caused consequences. ваше непослушание тому призыву принесло последствия. And you don't even see it. А вы даже этого не видите. You don't even understand. Вы как будто бы не понимаете. I like to think of Hagai Знаете, мне нравится as думать an о alarm пророке. clock. Мне нравится думать о пророке Аггее как о будильнике. Anybody in here love your alarm clock? Поднимите руку, кому нравится будильник? Нет, вечером нравится. Really? Вы лагерь это evening. Мне нравится представить, Тогда, когда вы его... когда заводишь, например, вот завтра встану. Okay, so the rest of us do not like our alarm clock. Выйди отсюда. I don't like it in the Остальным не morning. нравится. In the evening I like it. I need my alarm clock, Значит, мне нужен будильник, да? but I hate the sound of it. Ненавижу я этот звук, да? One of my sons, we together like professional basketball in America. Я и один из моих сыновей, нам обоим нравится профессиональный американский баскетбол, NBA. And when we could watch it in Hungary, Мы, находясь, живя в Венгрии какое-то время, мы могли, естественно, смотреть баскетбол. but you had to get up at 3 a.m. in the morning to watch it. Чтобы посмотреть баскетбол, который в Америке, нам нужно было в 3 утра просыпаться и смотреть матч, который сейчас шел в Америке вечером. But if it's a big game, we want to see it. Но если это классная игра, мы хотели посмотреть этот матч вживую. And не so запись. I set the alarm clock. И я устанавливал своей рукой на 3 часа ночи будильник. And when that alarm clock goes off, I hate that Я alarm clock. ненавидел каждую секунду всего происходящего, себя и всего, что я делал, когда в 3 часа ночи звонил будильник. But then I remember Но потом я вспоминал. the game. I need that alarm clock, Мне нужен будильник, but I don't like that alarm. но мне не нравится будильник. And I think Hagai is trying to serve as an alarm clock to the people. Wake up. Я думаю, что Аггей, он и олицетворяет себя в определенном смысле будильник, который пришел к людям и сказал: проснитесь уже один раз в этой жизни. Do you not understand what your 15 years of worrying about your own pursuits and neglecting the mission God called you to has had consequences? Разве вы не понимаете, что все 15 лет того, когда вы избегали этой миссии, которую Бог вам дал, убегали от нее, отворачивались от нее, это принесло последствия в вашу жизнь? I think we have a very interesting parallel with the people of Judah. У нас на самом деле есть одна очень интересная общая параллель с иудейским народом тех дней. God called Judah out of captivity. He freed them and gave them a mission.
Бог призвал иудейский народ, вывел их из рабства и призвал их, дав им миссию, задание, на которое Он их послал. Hasn't he done the same thing for us? Разве не сделал ли Он и для нас с вами то же We самое? were all slaves held captive by Satan to do his will. Мы были рабами у дьявола, и он заставлял нас делать его работу, его волю. And he freed us. А Бог освободил нас, избавил нас от плена. In 1 Peter 2:9 1 Петра 2:9. says, I have called you as a holy nation, Я избрал вас как народ святый, as a people for my own possession, люди, которые принадлежат мне, a royal priesthood, царственное священство, a chosen race. избранный народ. But I've called you out for a reason, Но призвал я вас, избрал, забрал и вывел по причине, so that you will proclaim the excellencies of the one who called you out of darkness into чтобы light. вы могли свидетельствовать о превосходстве того, кто вывел вас из этого рабства. So I think we have some parallels to the people Поэтому of Judah. я думаю, у нас есть определенная с вами параллель с народом иудейским тех дней. Now, this was a pretty hard word for the people to hear. Ну, наверное, это было очень такое жесткое слово для иудейского народа, услышать такое о себе. Because this was exposing their values. Потому что это на самом деле выставляло на стол, на всеобщее обозрение их ценности жизни. They knew what they were supposed to be doing. Они знали прекрасно, чем им нужно было заниматься. And somewhere back there, they knew they were being disobedient. Но в подвале их головного мозга они понимали, что они не совсем послушны. But well, maybe the timing's not Но right. время же-то не то, ну вы же понимаете. So let's just go build our own houses. Ну пока оно там все рассосется, давайте вот, может быть, свои дома построим. And 15 years later, God has something to say about it. И вот 15 лет спустя Бог сказал, ну, по-моему, пришло время мне к вам обратиться, друзья мои. And this was a hard word for them to hear. И это было очень сложное, такое не в бровь, а в глаз слово, которое мы услышали. Because God had called them to more than that. Потому что Бог призвал их к большему, чем просто то, чем они занимались 15 лет. Now, what they do with this word, this is a critical moment in the story. И вот то, что они сделали, то есть то, как они восприняли это слово, это на самом деле очень важный момент, критический момент. So let me ask you this question. Апогей истории. Have you ever had someone who has spoken a word of correction into your life? Было ли у вас такое, что приходит к вам человек и обращается к вам с какой-то мыслью такое исправление, ну где-то обличает вас, говорит, вот не подумал того, что вот надо бы исправиться тебе здесь. Maybe someone saw something that you didn't see. Может, кто-то что-то увидел в вашей жизни, а вы не обращали на это внимания, не замечали. Or maybe something that needed to change in your Может быть, life. что-то, что нужно поменять вам в вашей жизни. Those aren't easy things to hear. И это не самые легкие дни, разговоры и вещи, которые ты хочешь услышать. But what you do with it at that moment is critical. Но очень важно то, как мы отвечаем, что мы делаем с этой информацией, которую мы получаем извне. And generally, we have two choices. И обычно у нас есть два выбора. One, I can listen. Первое, я могу выслушать, I can hear what the person's saying. услышать, что человек мне говорит. And then I can take that to the Lord. Я могу принять это и прийти к Богу с этим вопросом. Вот такая мысль, что скажешь? And say, God, are you trying to communicate something to me and you're using this human vessel to do it? И сказать, Бог, ты что-то хочешь мне сказать через этого человека? Even though this vessel that's doing it is imperfect, И Бог, я понимаю, что и сам человек, который мне это говорит, он несовершенен, но ты что-то хочешь мне сказать через эту мысль? but is there something you're trying to tell me that I need to listen, I need to hear? Мне нужно к чему-то прислушаться, мне нужно что-то услышать, что-то поменять. That's one response.
Это один из возможных вариантов развития событий. The other response is, Второй ответ, вторая реакция. who are you to be telling me anything? Кто ты вообще такой, чтобы приходить и рассказывать мне вообще что-либо? Ты кто? Тебя как зовут? And I can harden my heart against you, and I can argue back and bring up all the things of why you're not very good either. Я могу начать спорить, объяснить ему, почему он не прав, и ткнуть его носом в его бревно, и что у него там в грузовик с дровами, как бы легко. I can attack the messenger. Я могу напасть на этого посланника, да? We have a choice at that moment. What do? И в ту секунду, минуту у нас всегда есть выбор, как нам поступить. And I would propose that how we react at that moment Позвольте мне вам сказать, что мне кажется, что то, как мы реагируем вот в ту секунду, минуту, might very well determine our ongoing spiritual growth and maturity as believers. мне кажется, и определяет мою духовную зрелость и мой духовный рост как верующего человека. There's a book that you all might be familiar with. It's called Experiencing God, written by a man named Henry Blackaby. Anybody know this book? Есть один человек, Henry Blackaby. Henry Blackaby, Experiencing зовут God. человека. Он написал книгу, которую, быть может, вы слышали, «Познавая Бога». «Познавая Бога», да, так она на русском переведена. He makes a statement that to me is a very scary statement. Знаете, он делает такое утверждение в своей книге, которое для меня мрачновато звучит, честно говоря. Here's the statement. И вот что он сказал. If God speaks to you and you hear, but you do not respond, Если Бог обращается к вам, и вы слышите, но не отвечаете, a time could come when you will not hear His voice at all. придет время, когда вы вообще не будете слышать Его голос. If God speaks to you and you hear, but you do not respond, Если Бог обращается к вам, и вы слышите, но не отвечаете, if you have a habit of doing that, и если у вас выработалась уже такая привычка then a time не could отвечать come Богу, when you won't hear His voice at тогда, all. быть может, придет время, когда вы, в принципе, можете And the слышать reason, больше Его the голос. reason that's scary to me И причина, по которой это для меня звучит мрачновато и так страшненько, честно говоря, is because I fear that could happen and I wouldn't even know it. потому что я думаю, что это может случиться, а я даже знать об этом не буду. Life lesson number 3. Again, Жизненный урок these are in your notes. номер 3. Он есть у вас в конспектах, но мы его огласим, весь список, пожалуйста. Always Всегда be ready to hear and respond when Будьте- God brings a message into your life. Всегда будьте готовы услышать и отреагировать, ответить тогда, когда Бог приносит какое-то послание в вашу жизнь. So for Judah, Иуда, иудейский народ, they received this strong word of correction, this message from God. они услышали это слово от Бога, What they do next is crucial. и то, как они отвечают, это кардинально важно. They can reject it. Они могут его отвергнуть. They can get rid of this little Hagai. А ну, товарищ Аггей, подойдите чуть поближе, а то как бы стул не достает. They could kill him. Забить его камнями и 3 метра под землей. Down in their history, they had killed many prophets because they didn't like the message. В своей истории иудейского народа не редкость была. Приходил пророк, говорил, побили камнями, закопали, нет пророка. Как бы, что, вчера, собственно говоря. And they could just go on back to building their houses. И давайте, что там у нас, что будем, ламинат или все-таки плитку класть на 2-м этаже? Or they could listen. Или они могли послушать его, They could confess. могли исповедоваться, They could repent. раскаяться. They could come humbly before God and return to worship and faithfulness and obedience. И смиренно прийти пред Богом,
прославляя Бога в смирении и в послушании. And tomorrow morning, we're going to find out what they decide. И как в лучших американских фильмах продолжение следует. Поговорим с вами завтра.